Есть одна штука, которую я долго не мог точно назвать. Мужчина тренируется, работает, иногда встречается с девушкой, листает ленту, смотрит что-то вечером, живет. И все равно есть ощущение, что что-то не так. Ни депрессия, ни кризис, ни лень. Просто тихое, почти незаметное ощущение, что ты как будто ни к чему не прикреплен. Большинство называет это одиночеством и тут же начинают лечить. Найди девушку, заведи друзей, займись собой. Как будто это просто вопрос усилий, как будто ты просто недостаточно стараешься. Но я думаю, что проблема в другом, не в тебе, в том, что исчезло вокруг тебя. Мужчина потерял среду. И это не философия, это конкретная структурная проблема. Со своей механикой, своими последствиями и, что важно, своим выходом. Давай разберемся. Сначала про то, как тему обычно понимают. Мужское одиночество в медиа – это либо история про несчастного брошенного мужика, либо наоборот про гордого одиночку, который не нуждается ни в ком. Обе версии плохие. Первая – нытье, вторая – поза. Реальная история другая. Есть данные, которые трудно игнорировать. Американский исследовательский центр в 2021 году опросил несколько тысяч мужчин. Результат. Доля мужчин, у которых нет ни одного близкого друга, выросла с 3% в 1990 году до 15% к 2021. В 5 раз за 30 лет. Это не характер, не поколение неудачников. Это структурный сдвиг. И вот здесь начинается интересная часть. Потому что при этом мужчины не сидят дома в изоляции. Они общаются, переписываются, лайкают, ходят на свидания, появляются на корпоративах. Формально контактов много, а ощущение пустоты не уходит. Почему? Потому что контакт и среда – это разные вещи. Смотри, в чем проблема. У мужчины исторически была среда. Не просто люди рядом, а структура. Место, где он знал, зачем он здесь, что от него ожидается, как он измеряется. Армия, бригада, цех, команда, двор, если честно. Мужской клуб в буквальном смысле. Что там происходило? Не обязательно глубокие разговоры о жизни. Чаще совместное дело, общий контекст, понятная иерархия, общий противник или задача. Мужчина в такой среде знал свое место. И это не унизительно, а спокойно. Не надо было каждый раз доказывать, что ты существуешь. Что осталось сейчас? Работа, часто индивидуальная или в многолюдном офисе, где никто никому ничего не должен. Зал, как правило, в наушниках, в одиночку, среди незнакомых людей. Переписки, быстрые, поверхностные, без нерва. Приложения для знакомств, среда, которая буквально построена на оценке и отбраковке. Стриминг – пассивное потребление в одиночестве. И где-то в этом пространстве девушка или ее отсутствие. И именно она превращается в единственную живую точку тепла. Единственное место, где есть реальный контакт. Вот тут и начинается ловушка. Когда женщина становится единственным источником настоящего контакта, ее внимание перестает быть просто вниманием. Оно становится дозой. Не радостью, не близостью, не выбором, а потребностью. Мужчина начинает строить себя вокруг ее реакции, потому что больше нет ничего, что дает сравнимое ощущение. Это не слабость характера. Это нормальная человеческая реакция на отсутствие среды. Организм ищет то, что заполнит пустоту, и находит. Но проблема в том, что отношения не предназначены для этой функции. Отношения – это не среда. Это связь между двумя людьми, у каждого из которых есть своя опора. Когда один из них использует другого как единственную опору, отношения начинают трещать под этим весом. Либо сразу, либо постепенно. Кто-то скажет: ну окей, значит надо завести друзей. Звучит просто. На практике мужчины после 30 практически не умеют заводить новых друзей. Это не потому, что они плохие. Это потому, что нет структуры, нет среды. Мужская дружба исторически строилась вокруг совместного дела, а не вокруг желания подружиться. Без дела нет контекста. Без контекста контакт не приживается. Системный контекст, который стоит понимать. Мы живем в эпоху, когда рынок сделал все, чтобы каждая потребность закрывалась индивидуально. Хочешь еды – доставка. Хочешь секса – приложение. Хочешь кино – стриминг. Хочешь спорта – зал с индивидуальными тренировками. Хочешь общения – социальные сети. Это не заговор. Это просто то, как устроен рынок. Он продает удобство. А удобство – это всегда что-то без трения,
Без необходимости договариваться, уступать, выдерживать чужой характер, быть на месте в неудобное время. Среда – это всегда трение, обязательства, ожидания, иерархия, конфликты, которые надо пережить. Именно поэтому среда воспитывает. И именно поэтому рынок не умеет ее продавать. В итоге мужчина получает много удобных сервисов и ни одной среды, много контактов и никаких связей. Это не его вина, но это его проблема, и разбираться с ней тоже ему. Что это делает с конкретным мужчиной? Он становится эмоционально зависимым от женского внимания. Не потому, что он слабый, а потому, что это единственный живой контакт в его жизни. Убери его, и ничего не остается. Он теряет точку измерения себя. В среде ты понимаешь, кто ты, через отношения с другими мужчинами. Кто сильнее, кто умнее, кто надежнее, где твое место. Без этого самооценка строится либо на чужом одобрении, либо на абстракции. Я хороший человек, которая ни к чему не привязана. Он плохо переносит стресс. Мужская среда исторически была местом, где можно было не говорить о проблеме словами, но решать ее рядом с кем-то. Не терапевтический разговор, а просто совместное присутствие. Когда этого нет, стресс накапливается без выхода. Он боится быть один. Это самое неочевидное. Мужчина, которого окружают люди, но у которого нет среды, часто не умеет быть в одиночестве. Потому что одиночество без внутренней опоры – это просто пустота, а он привык ее чем-то заглушать. Любое расставание, любой отказ, любое охлаждение со стороны женщины переживается непропорционально сильно, потому что это не просто потеря человека, это потеря единственного источника настоящего контакта. Теперь про то, что с этим делать. Очевидно, что здесь нет быстрого решения. Среда не появляется от одного решения или одного действия. Но есть вещи, которые можно начать делать и которые через время дадут результат. Найди совместное дело, а не поиск дружбы. Это принципиально. Мужская среда строится вокруг дела, не вокруг желания найти друзей. Спорт с фиксированным расписанием и партнерами. Проект с реальными обязательствами. Группа с общей задачей. Не хочу познакомиться с людьми, а конкретное место, куда ты приходишь регулярно и где от тебя что-то ожидается. Следующий пункт, и он, наверное, самый тяжелый, но самый эффективный. Перестань использовать женское внимание как измерение себя. Конкретное действие. 14 дней не обновляй переписки, не анализируй, читала, не читала, ответила, не ответила, видела, не видела. Смотри на свое состояние утром без привязки к тому, что происходит в отношениях. Это покажет, есть ли у тебя внутренняя опора или нет. Обязательно приучить себя быть одному без телефона хотя бы час в день. Не медитация, не ритуал. Просто время без внешней стимуляции. Это неудобно, если ты привык заглушать пустоту. Но именно это показывает, что внутри. 3 вопроса, которые стоит честно себе задать. Первый. Если убрать работу, зал и женщину, что остается? Второй. Есть ли рядом хотя бы один товарищ, которому ты мог бы позвонить в плохой момент и не объяснять контекст с нуля? Третий. Ты один потому, что выбрал это или потому, что не нашел, где быть? Это не риторические вопросы, это диагностика. Здесь нельзя поставить диагноз по ролику. Если ощущение пустоты глубокое и долгое, это отдельный разговор, который может потребовать специалиста. Но есть вещи, которые ты точно можешь перестать ломать уже сегодня. Перестань заглушать пустоту контентом, переписками и дофамином, вместо того, чтобы разбираться, откуда она берется. Есть большая гарвардская работа. Они наблюдали за сотнями мужчин на протяжении десятилетий. Самое сильное, что они нашли. Качество твоих отношений с другими людьми – это главный предиктор того, как ты состаришься. Не деньги, не здоровье само по себе, связи. Мужчины с сильными связями жили дольше и болели меньше. Мужчины в изоляции наоборот. Это не мотивационная статистика, это физиология. Одиночество в хроническом варианте – это стресс-реакция, которая не выключается. Повышенный кортизол, нарушение сна, снижение иммунитета. Тело не различает, одинок ты в лесу или в центре города с телефоном. Оно реагирует на отсутствие настоящей связи. И последнее. Мужчина без среды не становится свободным, он становится дрейфующим. Свобода – это когда у тебя есть опора, и ты выбираешь, куда идти. Дрейф – это когда нет опоры, и тебя просто несет туда, где тепло. Среда – это не про то, чтобы быть стадным животным. Это про то, чтобы иметь место, где ты что-то значишь, вне зависимости от того, есть у тебя девушка или нет, работа или нет, настроение или нет. Когда такого места нет, мужчина начинает искать его там, где найти невозможно. В телефоне, в сериале, в одобрении незнакомцев, в зависимости от одного человека, который в итоге несет слишком большой вес. Строить среду – это не романтика, это работа. Долгая, неудобная, требующая обязательств.
Но именно это отличает мужчину, у которого есть опора, от мужчины, который ищет ее каждый раз заново в чужих руках.